Шлоке говорится, что дракон мудрости есть древний глиф астрального света, который есть мудрость хаоса. Что значит мудрость хаоса? Мудрость хаоса есть не что иное, как абсолютный порядок или закон. Глиф – единица графики, слог символа. Мудрость хаоса или мудрость пространства проявляется движением мудрости, которая есть астральный свет. Мудрость хаоса в том, что само пространство готовит основу для проявления мудрости или света. Пространство ткет полотно, в котором проявится мудрость. Пламенеющий тот, кто является носителем огня. А как он его проявляет? Сущность его – огонь, а пламя – устремление. Как мы знаем, оно всегда стремится вверх. Другими словами, дракон мудрости есть знание в действии, которое, собственно, и есть осознание. Огонь проявляется божественной мыслью, которая есть разум. Пламенеющий проявляет его через дыхание, которое есть фахат. Кто обращается к Лану и почему? И откуда в этой шлоке появляется Лану? Логос непроявленный обращается к Лану-ученику, голосу, творящему Ояохоо. Седьмая шлока соответствует седьмому покрову. Он последний, как последнее испытание, перед тем, чтобы освободить силы, которые смогут создавать формы или места для блистающих. И Лану – это тот, кто может идти по пути блистающего света. Появляется термин «величие». Можно ли сказать, что в этой шлоке закладывается понятие некой величины? Величие в смысле абсолютного всего, готового к творению. Вечная жизнь готова к эманации нумена всего, в своем величии величины. Величие может увидеть или узреть тот, кто сможет приподнять покров, который скрывает горнее и оставляет подножие. Преображение этого процесса есть величина единая, которая ступени превращает в единую тропу. Действительно есть те, кто купается в свете Ояохоо? И кто это? В свете Ояохоо купается тот, кто посвящен в четвертую ступень. Бодхисаттва, как Елена Петровна Блаватская, Сен-Жермер, они же Будды Нирвани, озаренные светом и пребывающие в свете Ояохоо. Есть тот, кто купается в свете Ояохоо. Это наше высшее Я. Полотно, на котором будет происходить коагуляция сгущенного света. А что сейчас там происходит в этой шлоке? Закладываются от беспричинной причины всего первопричины для причин. И, конечно, свет во тьме, как Ояохоо. Единая основа создана как способность к восстановлению после механических разрушений. Ояохоо, который не мог дифференцироваться в связи с его абсолютным значением, теперь может отразиться на этом полотне и начать дифференциацию через Ояохоо-младшего. Самопроизвольное восстановление света при любых разрушениях. Это значит, что происходит разрушение в пространстве. Что это за разрушение? Когда лес рубят, щепки летят. Дифференциация единого и значит единение на множественность по той программе, что фиксируется в джью, которая в свою очередь становится фахатом, носителем творящей мощи сил акашических, намагничивающих вместе с разумами дифференцированные элементы на плюс и минус. Разрушение – это разделение первичного вещества или прегенетической материи на атомы, которые сами являются источником всей жизни и всех сознаний. Этот звук непроизносимого имени. Почему непроизносимого? Мы ведь слышим его, значит, он произносится. Этот звук непроизносимого имени в смысле того, что оно, это звучание, происходит в духе, как зов. Мы можем только следовать этому зову и говорить о следствиях его. Но он, звук этого имени,
непроизносим. Руками и ногами человеческими можно выражать его как аум и войти в состояние ом. Любая форма, даже самая тонкая, есть иллюзия. Мы должны постичь не Бога, обладающего формой, а Бога, создающего все формы. Постичь созданием звука непроизносимого имени. Символизм в данной шлаке очень сложен. Спасибо, что показали в геометрии все процессы, которые описаны. Но все же хотелось бы понять, как это применять все. Символ надо познавать. Наше знание позволит проникнуть за пределы символа, ибо символ – просто дверь, а ключ к этой двери – любовь, красота и знание. Приложите ключ и поверните его 7 раз, и сущность вещей вам откроется в своем небытии или сад в бытии. Надо победить ветхого человека или прошлое, которое разрушается. Неразрушима только мудрость Бога. В каждом текущем моменте открыть будущее этой победой, то есть создать новую комбинацию. Чем? Постигать душу свою, чтобы в ней не осталось места неосветленного. В комментариях Елены Петровны Блаватской о Дабаур он и жизнь, и смерть. Как это можно понять? Адабаур символизирует силу и мощь трансмутации и трансформации, как в эволюции, так и в инволюции, без остановки процесса, как Вишну и Шива. Адабаур – это единственный посредник, который вливает жизнь в изначальную материю и образует две тайны – духовную и материальную, или жизнь и смерть. По Калачакре вы показали 9-е двери и 50-е врата. Значит ли это, что люди, рожденные в этих принципах, могут входить во врата и открывать двери? Не только рожденные в этих принципах неданных – красного дракона, собаки красной, кабана синего, но все человечество имеет возможность к такому проникновению в сферы высшие, в зависимости от устремления, широты сознания, утончения чувств, постоянства устремления в познании самого себя есть возможность достижения, ибо создается необходимое напряжение по состоянию сфер. Это символы, которые раскрываются тогда, когда начинают жить, или создают движение или изменения в сознании. Войти во врата и открыть дверь можно только тогда, когда ты остался один, или стать одиноким, то есть устранить причину или посмотреть на нее чистым взором ребенка. Там, где ты хочешь найти меня, там меня нет. Я облако, свет солнца, зной пустыни и холод темной ночи, ибо вход для одного. Если фахат 9 в одном, значит те проводники, которых сонма и множество, они носители фахата? Акаша – суть фахата. Фахат – Творец, эманация его любовь, закон его воля, единица он един с законом, 9 символ центробежной силы, а 6 или перевернутая девятка – мощь и сила центростремительная. Они суть инь-янь единого целого. 9 в одном – это состояние входа из непроявленного в проявленное. Тогда Бог начинает шагать сонмами и множествами сил света, которые сами могут шагать и строить миры, ибо они сохранили сущность Бога единого. Как слили 3 мира, что есть Дух, или 9, в одну тропу единства, что есть один. Если символ 1, 3 и 7 есть шаг Бога, то значит ли это, что и человек имеет этот же шаг? Человек может использовать время нечетных чисел, как шаги Бога – 1, 3, 7, но также 5 и 9. А в четных – идти своими шагами и руками, исполняя по-божественному, то есть творить качество жизни. В таких числах, как 2, 4, 6, 8, 10. Закон един на всех планах бытия, и в мире форм в том числе.
Человек познающий является отождествлением Бога шагающего, и шаг этот – шаг Творца. Душа Бога познает себя, будучи человеком, ибо на земле рождаются истинные боги. Кто является проводниками пространства света? Проводниками света являются учителя учителей, учителя, носители знания и мудрости, иерархии богов, духов и человечества. Проводниками пространства света является тот, кто может стать новым, вместить то, что раньше не вмещалось сознанием. Когда затронется струна, бездейственная, неподвижная, тогда станет понятно то, что ранее не вмещалось. Проводники света – это разум, двигающий Вселенной, а основа его – отправная точка равновесия. Достигшие равновесия будут думать, как выше реализовать в дне сиром. Ведь каждый год или каждый новый день дарует новую возможность устранить изъяны и стать бессмертным, ибо нет изъяна в веществе бессмертном. И тогда каждый может нарисовать новый узор на полотне вечности. День новый, день наш.